Всем привет в моем первом влоге, очень волнительно. Меня зовут Саша Козерог, и я очень долго думала, о чем я вообще буду тут вещать. Я живу на Бали, но очень уединенно, без экшена, бесконечных кафешек и встреч с незнакомцами. Не только мужчинами, я имею в виду, вообще людьми незнакомыми. И вообще я домосед, чего я очень долго стеснялась, особенно здесь, на Бали, где как будто бы каждую минуту надо делать что-то клевое, а не дома сидеть. И вот в свои 36 лет я наконец поняла, что всю жизнь я реально старалась показаться не интровертом, не домоседом, чтобы никто не подумал, что я скучная. Но дело в том, что мне одно это не скучно. Я начинаю наконец-то принимать свою интровертность, понимаю, что в этом спрятан целый мир, мой мир, и приглашаю вас на это поглядеть. Это кто пришел у нас тут? И третий идет. Вы откуда, ребят? Вы откуда? Приветики. Пупок. Что, еды вам дать? Ты без лапки. Ничего себе. Сейчас дам еды. Идите сюда. У меня новый очень-очень нежный листочек алаказии. Я вообще на самом деле в шоке от того, что она дает мне листочки, потому что это непростое растение для выращивания. Посмотрите, какая оборотная сторона старого листочка. Просто целый узор. Я сегодня начала читать новую книгу. Это Нил Уолш «Беседы с Богом». Я думаю, все, кто хоть как-то интересуется эзотерикой, самопознанием и знанием об единстве, уже знают об этой книге. Она давно у меня уже лежит, 3 части. Конечно же, я знаю, что я здесь буду подчеркивать примерно каждую страницу, каждую строчку. И здесь нравится вопрос вот в самой первой главе. О, у меня кошечка пришла. Приветики! Про то, что мы, люди, очень большое значение придаем словам. То есть нам всегда нужно, чтобы нам что-то объяснили, а по факту нам нужно только чувствовать и большее значение отдавать опыту, проживанию. Я вот сейчас этот момент очень сильно стала понимать, потому что мне всегда нужно было какое-то объяснение, знание. Но можно знать очень много, а по факту не уметь эту жизнь проживать. Слова могут помочь тебе понять что-либо, опыт позволяет тебе знать это. При этом существует ряд вещей, которые нельзя испытать, поэтому я дал тебе другие средства познания, они называются чувствами и мыслями. Но высшая ирония заключается в том, что вы такое большое значение придали Слову Бога и такое малое опыту. Ой, еще классная история. Вы так мало цените опыт, что когда посланное вам Богом испытание отличается от того, что вы услышали от Бога, ну, условно, ожидали, да, вы автоматически отвергаете опыт и хватаетесь за слова. А ведь должно быть как раз-таки наоборот. Пу-пу-пу! У меня есть своя настройка каждое утро. Это, короче, метафорические карты. Мне их подарила подруга. Это карты от Веды Рам. И они немножечко странненькие, если честно. Я покажу сейчас, почему я так считаю. Я думаю, что те, кто сталкивались с метафорическими картами, знают, что там определенные картинки, они обычно какие-то либо очень абстрактные, либо понятные. И ты смотришь и размышляешь, о чем они тебе говорят. Но здесь вот картинки вот такие вот. Ну, типа немножечко странненькие. И здесь можно откликаться на них только на каком-то чувственном уровне, только так.
головой здесь понять очень сложно. Самый прикол и послания, которые здесь именно текстовые, их очень сложно понять головой. Первое время я очень пыталась разобраться, что же это значит, пока не поняла, что нужно условно смотреть на них сердцем. То есть только на чувственном уровне смотреть, как у тебя откликаются эти слова. Откликается дурацкое слово, но я не знаю, что здесь еще, отзываются эти слова. И вот когда я перестала их пытаться понять и просто начала их чувствовать, они стали очень сильно меня поддерживать. Здесь про вселенную, про доверие, про состояние потока, про то, что все едино и так далее. В общем, очень сильно мне они откликаются. И мне нравится то, что я поняла, как с ними нужно работать. Рука не скупается. И второй важный моментик моей настройки — это аромамасла доTERRA. И у меня сейчас два фаворита, два новых моих аромата. Это Citrus Bloom и мандарин, зеленый мандарин. Это просто разъеб вместе, это просто такое весеннее ощущение, а у меня на самом деле, уже вторая весна, не в весне, а в тропиках, и я очень скучаю по этому состоянию, поэтому очень люблю это. У меня сейчас, к сожалению, только одна рука, вторая рука у меня не сгибается. Мешаю по капельке в ладошки и вдыхаю, и все. Это отлет. Полетела, девочки. Так, в какой-то веке я собираюсь выйти из дома и одеться как-то прикольно. Я вообще сейчас в супер отшельническом периоде, и я отменила все встречи, и вообще на самом деле сейчас мало с кем общаюсь, кроме своего бойфренда и одной подружки. И онлайна. Все. Поэтому сейчас будем вместе думать, что надеть. Я точно знаю, что у меня пойдут в ход вот эти вот шортики. Короче, это вообще просто супер покупка. Это балийский бренд Матахари. Сейчас покажу. Матахари. Да, Матахари. Эти шортики стоят типа там 1,5 миллиона, это около 7,5 тысяч рублей. Короче, я зашла случайно в телеграм-канал типа барахолки здесь на Бали, где люди перепродают разные свои вещи. Девочка продает вот эти вот шорты за 150 кей. Это что-то типа около 750 рублей. Я даже думать не могла, что это Матахари, что она за такую цену продает эти шорты. Я, конечно же, схватила, и когда они мне уже приехали, я поняла, что это этот дорогущий бренд. Короче, просто покупка века. Очень круто. Надеваем точно их, они сели как влитые. Я давно уже хотела такие шортики вязаные. Конечно, лучше бы не зеленые, потому что у меня очень много зеленой одежды, но все равно классно. Такие вот шортики. Вот такая вот жопочка. И сегодня у меня настроение, короче, не такое, чтобы прям сильно как-то оголяться. Хотя выгляжу я неплохо, мне кажется. Я вообще думала надеть вот этой вот футболкой. Так, чисто без выебонов на завтрак. Так, вот, короче, вот так вот у нас получается. Вполне себе по-утреннему. И без каких-то... Вот не хочется выебываться. Я, конечно, люблю повыебываться, но не сегодня. Что мы надеваем? Мне обязательно нужно надеть закрытую обувь, потому что я еду на байке, и я как законопослушный гражданин прям всегда езжу в закрытой обуви. Это, конечно, заеб, но так я точно знаю, что мои пальчики на ногах будут в порядке. И я предполагаю, что сегодня это будут вот такие вот газельки мои, универсальные, красные. С красным будет перекликаться. И в целом с зеленым мне тоже нравится, как это выглядит. По-моему, очень неплохо. Наливаем. Так, и что мы теперь... Резко встала. Окей, теперь нам нужно взять очки. Очки мы 100% берем вот эти. Это Сиоптикс, московская оптика. Обожаю. И нам важно надеть какие-то украшения. Мы 100% надеваем кольца. У нас есть вот такое вот красненькое колечко. Ну, почему бы нет? Давайте вот сюда поближе.
Так, кольца у меня на самом деле стандартный сет. Ничего здесь выдумывать я не буду. Если честно, я даже не хочу новые покупать, потому что когда появляются новые кольца, мне приходится делать какой-то, блядь, выбор каждое утро. А я не люблю выбирать. Мы еще можем надеть, наверное, вот эти вот часики. Кстати, мне очень нравится, как выглядит у меня, сочетается вот это все с моим леопардовым тейпом, как будто бы аксессуар. И, короче, что у нас? У нас есть вот такие вот бусики. А может быть, вот эти вот зелененькие сюда подойдут. Вот так вот. Как-то слишком нарядно. Ну, блядь, я же не каждый день наряжаюсь, иногда можно и нарядно. Хотя я хотела не выебываться, а все равно получается выебываться, сука. Ну, вот такой вот у меня, короче, образ получился. Мне, короче, нравится. Так, у меня немножечко трясется холдер, но хочется поснимать именно мою дорогу. Так, на обратном пути надо не забыть про ландри, а то я останусь без трусов. Боже, какой кайф с утра куда-то поехать, именно почему-то выходной. Блядь, ты серьезно нахуй? Я до сих пор горжусь собой, что я езжу на байке на Бали, потому что здесь, ну, реально ебанутейшие движения. И я как-то умудрилась к этому приспособиться. Хотя, конечно, я на какие-то сложные участки дорог не особо выезжаю. Все ездят как гондоны. Ну что, это офигенное чувство, когда ты просто сбрасываешь, как ящерка, хвост. Я сбрасываю свой волос раз в 3 месяца. И у меня человеческая каре. Боже, как шумно здесь! В общем, я очень довольна. Любуюсь вот здесь вот. Я, короче, приехала типа на прогулку для регулирования своей нервной системы, но попала в такую лютую пробку. Мне кажется, я впервые ехала по Лувату-Джимбаран по обочине. Я обычно не встреваю в это, но тут было просто без вариантов. Я поехала, стрессанула, вот сейчас буду снимать стресс. Так, перебегаем через дорогу, прыгаем через канаву, и у нас вот такая вот классная дорожка. Мне кажется, единственная на Бали, где можно вообще гулять. Вот такой вот прикольный свет, вот такая вот дорога. Очень много людей бегает, гуляет с собаками, и, да и просто, в принципе, гуляет. Погулять полчаса туда-обратно, потому что 40 минут для меня что-то как-то сложно для мозга. На самом деле я ненавижу прогулки, ну точнее, не ненавижу, я их не понимаю. И если в конце прогулки нет какой-то награды по типу сесть, поесть в кафешке, я вообще не понимаю, зачем гулять. Но мой врач-нутрициолог говорит о том, что это полезно для нервной системы, и это необходимо. Поэтому я это делаю. И плюс еще на Бали вообще никто не ходит. Ну, то есть здесь все ездят на байке, даже если 3 минуты ты сядешь на байке, поедешь на байке. И, конечно, это как бы не очень хорошо для организма, поэтому вот найден вот такой вот способ. Ну и, в принципе, место очень приятное.
люблю на Бали дождь, потому что так сразу свежо, и особенно, когда он не льет целыми сутками, как это бывает в сезон дождей, это просто потрясающе, я очень люблю. За последнее время я поняла, что у меня так много всякого полезного в жизни, там, каких-то практик, чего-то еще, и нет вообще ничего такого, чтобы меня просто расслабляло, забавляло и, ну, возможно, было без пользы. То есть что-то такое, что просто наполняет без причины и условно радует моего внутреннего ребенка. Мне так обидно стало в этот момент, что я опять себя задрочила какими-то, там, не знаю, правильностями и так далее. Начала думать, что, собственно, мне доставляет удовольствие, даже, возможно, нелогичное, да, и поняла, что одно из это рисование. У меня уже есть одна картина здесь в комнате, которую я рисовала. Вторую картину я начала рисовать, но мне не понравились цвета, и все никак не могу ее переделать. Сейчас я, короче, решила, что я хочу нарисовать картину Афгану. Он турок, и вот это вот такой национальный турецкий символ. Вот, ну, в общем, его чаще всего изображают на коврах, и мы на самом деле с ним разговаривали про то, что ему так нравится этот орнамент. У него дома, в его квартире в Бодруме, такой красный ковер вот с такими вот рисунками. И я решила, что, короче, почему нет. И после вот этого открытия, что у меня на самом деле так мало для души в моей жизни, несмотря на то, что я фрилансер, я достаточно свободный человек, я стала добавлять в день, в каждый день, что-то, что приносит мне удовольствие. Сейчас в топе у меня сериалы про царскую Россию, рисование, декорирование моей комнаты, потому что мне постоянно что-то придумывается, хочется здесь делать. Что еще? История России на Ютубе и съемка для Ютуба. И вы знаете, реально так стало веселее и приятнее жить, и это просто удивительно, что я постоянно оказываюсь в точке, где я там развиваюсь, но очень мало получаю радости и удовольствия. И как минимум тут должен быть баланс, как максимум нужно вообще искать все такие занятия, чтобы только кайфовать. Григорий, дома не увижу тебя больше. Yes. После выхода России из войны с Пруссией, прежние союзники австрийской и французской армии потерпели ряд серьезных поражений. Делайте лучше меня. Обещаю, с Божьей помощью и вашей поддержкой править Россией справедливо и разумно. Короче, рисовала, получилась какая-то хуйня. Я 1000 раз перекрывала вот этот вот красный, он не перекрывался, был с какими-то разводами. Сейчас попыталась тот коричневый, вот зря я его поменяла на оранжевый, теперь я не могу оранжевый перекрыть. Все выглядит ужасно. Я рисую эту картину уже, мне кажется, 3 недели. И есть у меня подозрение, что не надо ее никому дарить, что что-то здесь не так. Почему она у меня не получается? Ну, типа такая простая, может быть, вот покрытие, это не холст, может быть, из-за него так, короче, не перекрывается и все. Так, ну зато вот это вот стало намного лучше. Он у меня был оранжевый, и это вообще было отвратительно. Сейчас вот такой вариант, но фон я тоже хочу посветлее. Я приехала поменять свою книгу на книжной полке в Ботаник Хаус. Сейчас покажу, что это за место. Надеюсь, там будет что-нибудь взамен классное.
И это не что иное, как Лев Николаевич Толстой «Война и мир». Хочется пару слов об этом сказать, потому что это одно из лучших произведений, которое я когда-либо читала. Мне, короче, очень обидно, что я начала снимать влог уже когда прочитала 4 тома «Войны и мира», потому что эмоций было очень много в процессе чтения, и хотелось бы даже делиться какими-то частями, не знаю, абзацами, словами, потому что, ну, это то произведение, которое действительно на меня произвело классное впечатление. Это лучший сериал, который я вообще смотрела. Мне хотелось, чтобы эти сезоны никогда не заканчивались. Только смотрела я это все в своем воображении, представляла каким-то образом этих героев. В общем, это потрясающе. Что я хочу сказать? У нас отложилось в памяти со школы, что «Война и мир» — это что-то вообще неподъемное. Я очень долгое время вообще даже не задумывалась о том, что можно перечитать. В школе, мне кажется, я читала какими-то отрывками или краткое содержание, несмотря на то, что я вообще всю школьную литературу перечитывала за лето. Я была одним из самых прилежных литературных учеников. Но с «Войной и мир» как-то не сложилось, потому что, наверное, пугал объем. Так вот, действительно, в школе понять это произведение просто невозможно. Во-первых, Во-первых, война действительно не понимается в школе так, как она понимается сейчас. Я могу сказать, что война — это главное действие в этом произведении. Именно там, где происходила война, описание вот этой внутрянки войны, настоящность, она и описывала ту настоящую жизнь и ту ситуацию в стране, которая была. Все, что касается мира, так сказать, это все пиздеж. Как сказать, фейковое общество, фейковые чувства. Люди, которые вообще были оторваны от реальности, и это, конечно, печально. Шумно, конечно, просто пиздец. Но, тем не менее, и мир тоже классно читать, классные герои. Мои любимчики — это, конечно же, Андрей Болконский, который просто потрясающе открылся. Ну, наверное, потому что мне сейчас как-то очень близок его путь. По факту он пришел к Богу. И очень жаль, что его не стало. Второй мой любимчик. Ну нет, не любимчик. Пьер Безухов. Он меня бесил буквально до самого конца. Пока он все-таки как-то тоже не вырос духовно, и поэтому в конце я все-таки должна ему отдать дань уважения за то, какой он путь проделал из какого-то вообще абсолютно инфантильного человека в нормального, адекватного мужчину. Вот. Из непонятных мне героев Наташа Ростова, которая вообще просто ни в начале, ни в середине, ни в конце, нигде не была мною понимаема. Я не знаю, почему именно про Наташу Ростову больше всего говорят из «Войны и мира». Мне кажется, что она, особенно недостойна внимания. Сначала она была очень какая-то инфантильная и все такое, потом очень странные выборы, хотя, в принципе, понятные, чисто женские, но тем не менее. В общем, мне кажется, что она абсолютно незрелая, и зрелой она не стала на протяжении всего повествования и очень многих десятков лет. Самое главное, что Лев Николаевич Толстой подтолкнул меня в мои 36 лет изучать историю России. Мне сейчас стало очень интересна царская Россия. В самом произведении описывается война с Наполеоном, и очень круто она описывается в плане внутрянки, того, как себя чувствовали люди, которые в этой войне участвовали, не просто на уровне государства сверху, а изнутри. И меня это очень заинтересовало, мне захотелось как бы сверить, это художественный вымысел или все-таки есть доля правды. Сейчас я вот изучаю вообще всю царскую Россию, всю царскую Россию. Это очень интересно, и я просто благодарна, что после этой книги у меня открылся какой-то новый пласт интересов, это очень круто. Но с «Войной и миром» мы покончили. Мы сейчас идем вот сюда, вот в этот цветочный магазин, потому что здесь есть русская библиотека. Я очень люблю это место. Здесь правда классное. Так, push. Hello. И вот у нас вот такие вот здесь полочки. И каждый раз здесь все приходят и меняют. Поэтому мне очень интересно, что сегодня я найду. Мне прям каждый раз такой спортивный интерес, типа, а какой будет сегодня улов?
Из интересного здесь есть собрание сочинений Достоевского и Толстого. То есть всегда есть что почитать. Все вот это вот добро, это просто типа вообще топчик. Так, ну что, посмотрим из того, что у нас здесь есть. Есть «Крайон. Путешествие домой». Я ее читала совсем недавно. Она для меня случилась откровением, поэтому я прям очень-очень рекомендую для тех, особенно у кого есть какое-то понимание того, что мы живем в единстве. Я уже увидела книгу. Это, блин, ну только посмотрите. Мне так нравятся вот эти серии в России. Я так завидовала всем, кто сейчас вот именно из этого издательства читает книги. Это Джейн Эйр, Шарлотта Бронте. По-моему, я ее не читала. Что-то я не помню. Если что, я именно ее возьму, просто вот наслаждаться. Что еще? Есть «Мастер и Маргарита». Я на нее давно смотрю, но я уже 2 раза ее читала. И говорят, что когда читаешь 3-й раз «Мастер и Маргариту», начинает происходить какая-то магия. Над пропастью воржи есть «Степной волк» Герман Гессе. Джек Лондон, «Сказание о Дальнем Севере», не читала. Здесь на самом деле очень много различных таких психологических книг. Короче, к сожалению, я читала Джейн Эйр, конечно же, я читала Джейн Эйр, и я не почитаю вот эту вот красивую книгу в этом издании, но ничего. Привет, малыш, ты откуда такой в костюмчике? Привет! Короче, я взяла Пушкина, «Капитанскую дочку». Что я, с недоверием отношусь к различным современным авторам. Вот, пойду по классике. Так, у нас здесь Гигер. Самый спокойный пляж, который только может быть. Когда хочется какого-то цивилизованного немножечко отдыха, с лежачками, с едой нормальной тут рядом. В общем, лучше приезжать сюда. It was so beautiful process when I call it beautiful life, but I didn't have phone. Несмотря на то, что здесь как бы много лежаков и много людей, нет вот этого ощущения, типа ты в Анапе или в Сочи, что-то такое. То есть прям реально просто такой как будто бы немножко отельный отдых. И здесь очень спокойная вода. Я не купалась со своим локтем 3 недели. Что-то типа того. И вот сегодня думаю, что можно уже попробовать. Не знаю, что из этого выйдет. Надеюсь, у меня не будет какого-нибудь заражения или что-нибудь такое. Но вроде бы рана уже не открытая, и все будет окей. Поэтому я хочу попробовать сегодня искупаться. Конечно, вы понимаете, что это была главная причина того, почему я сюда пришла. Ну, куда мы едем с пляжа выходной? Отгадайте. На шопинг.
Блять. Мой мужчина любитель шопинга, и меня до сих пор это удивляет, если честно. И каждый раз я с трудом соглашаюсь на это, потому что я шопинг не очень люблю. Но сегодня для меня была награда там. Сейчас увидите. Господи, как редко бывает такая возможность походить по траве. Это такой кайф. Это просто кайф. У меня аж мурашки по коже пошли, посмотрите. So good, just run. Для меня нет ничего прекраснее, чем просто находиться среди зелени. Мне кажется, что у меня какие-то там гормоны точно бьют в голову, когда я нахожусь вот просто среди зелени. Мне кажется, я должна найти себе какое-то жилье, чтобы у меня вокруг просто был сад. Либо свой личный сад, который я буду постоянно созерцать, либо, я не знаю, в Убуд я ехать не хочу, но мне кажется, что на Букете есть какие-то такие области, где классный вид с зеленью.